Чебоксары попали под массированную атаку. Ночью по столице Чувашии прилетела украинская крылатая ракета «Фламинго», а утром десяток БПЛА. На вечер 5 мая официально 2 погибших, 34 пострадавших. Что известно и почему бомбят Чебоксары? Ночью по столице Чувашии впервые ударила крылатая ракета. В час 21 в городе сработали сирены гражданской обороны, а уже в час 22 прогремел мощный взрыв в районе МТВ-центра. После удара начался пожар. Огонь охватил фасад административного здания в НИИР. Повредилась троллейбусная контактная сеть. Через несколько часов, ближе к раннему утру, завод снова атаковали, на этот раз уже беспилотники. Следственный комитет России утверждает, что дронов было 8, но чебоксарцы говорят, что слышали больше 10 взрывов. Возможно, это связано с работой ПВО. На видео чебоксарцев попали залпы трассирующих снарядов. Как раз такие использует воздушная оборона. Ударов такой силы наша республика еще не видела. Мы в сердитой Чувашии вели трансляцию с первых минут после начала атаки, чтобы чебоксарцы могли получить оперативную информацию о происходящем. На фоне всего этого ужаса очень бросалась в глаза реакция главы республики. Чиновники сначала публиковали посты о прилетах в МАКС. В Телеграм постили не все, и то, что писали с большой задержкой. Хотя информация об обстрелах очевидно жизненно важная. Это не время продвигать национальный мессенджер. Однако между охватами в никому не нужном МАКСе и безопасностью людей они выбрали охваты. За это на Николаева наехала даже лояльная Ксения Собчак. Глава Чувашской республики Олег Николаев не стал сообщать об атаке БПЛА на Чебоксары в своем телеграм-канале. В национальном мессенджере он ограничился 2 постами. Последний был написан около 8 утра. Информации об ударе по жилому дому там нет. Не понимаю я этого, хоть убейте. Ни принципиальной позиции по игнорированию Телеграма, ни отсутствия оперативной информации в других каналах связи. Речь о безопасности людей, и они должны получать данные в первую очередь из официальных источников. Сам глава приехал на место атаки, вырядившись в военную форму. Правда, как заметили комментаторы, в ней Николаев больше похож на рыбака, чем на крутого военного руководителя, каким он хочет казаться. Первый нормальный комментарий об атаке Перле дал только через 18 часов после прилета. Утром после атаки в городе на несколько часов остановили движение общественного транспорта. Поразительно, что, например, в ЧГПУ занятия не отменили. Тем, кто пришел, разрешили быть на удаленке, а некоторых из тех, кто пришел, посадили на первом этаже в помещениях с огромными окнами. Стыдно за мой университет, что не думает о безопасности своих студентов. Или в Новочебоксарске кадетов вообще вывели на марш. На вечер 5 мая известно о 2 погибших и 34 пострадавших. Среди них 1 ребенок. Повреждены минимум 28 многоквартирных домов. Часть зданий пострадала от взрывной волны после удара ракетой. Она выбила все окна в радиусе 300 метров. В 2 домах нарушены несущие конструкции. Жить в них сейчас нельзя. А что в НИИР? Продолжает ли производство работу? И почему вообще в него летят ракеты? НИИР прогрессом владеет министр Сербии и олигарх Недат Попович. О том, кто он такой и как он завладел заводом, я снимал отдельное видео. Посмотрите по ссылке в углу экрана. Если коротко, наш НИИР производит специальную антенну для дронов и управляемых боеприпасов. Она защищает их от радиоэлектронной борьбы, позволяя точнее долететь до цели. В самый разгар войны эти гении не стеснялись везде рассказывать об этом. Они налепили логотип в НИИР даже на БПЛА, а само производство регулярно ездит на выставки, где тоже демонстрирует свою антенну и продолжает это делать даже после атак. Видим, да, маркировка есть. НИИР прогресс. Олигарх, который в Чебоксарах за всю жизнь был раз 6, навел на город дроны, а сейчас еще и крылатую ракету. Это военное производство облепили системами РЭП, и теперь, когда они защищаются от атак, дроны летят во все стороны, прямо по жилым домам.
производство Поповича превратило республику в карту военных действий, и он не понес никакой ответственности. И не сомневаюсь, заработал на этом немало денег. Власти республики, как всегда, делают вид, что все под контролем и отмалчиваются. В прошлом декабре после атаки погиб человек, а власти даже не назвали его имени. Единственная реакция в НИИР была передача 11 мобильных бомбоубежищ городу, но, как видно, они никак не помогли при атаке. Более того, нам рассказывали, что полиция тупо не пускала в них людей. Депутаты-единороссы тоже будто воды в рот набрали. Про Поповича никто не говорит ни слова. Президент Украины Зеленский подтвердил атаку по Чебоксарам ракеты F-5 «Фламинго» и выложил видео с ее вылетом. Следственный комитет России завел на ВСУ уголовное дело. Пока политики примеряют на себя короны и играют в солдатиков, их дружки-олигархи зарабатывают миллионы, а простые люди страдают. Военному заводу не место в черте города, а перемирие нужно заключать не на 9 мая, а навсегда и как можно скорее. Жители Чебоксар, как вы? Напишите в комментариях, как вы переживаете произошедшее. Поделитесь, слышали ли вы оповещение, что происходило у вас на работе или на учебе во время атаки. Подписывайтесь на Сердитую Чувашу в Телеграме, чтобы получать самую важную информацию быстро и без цензуры. Ставьте лайк этому видео, чтобы его увидело больше людей. И подписывайтесь на меня тут в Ютубе. Берегите себя.